Добро пожаловать на шоу «Кто прав?». Какие вы молодцы, что пришли сегодня. Поаплодируйте себе. Правила шоу простые. Мы рассматриваем женские претензии к мужчинам, где, по их мнению, мужчины неправильно поступают, и наши комики будут всячески оправдывать и защищать этих мужчин в сложившейся ситуации. А в конце зрители проголосуют, удалось ли комикам защитить и оправдать этих мужчин. Под ваши аплодисменты и претензии из зала. Всем привет. Привет. Не надо представиться, да? Да. Тимур, преподаю иврит в свободное время. Ангелина, привет. Аделина, привет, да. Вырезали. Я вырежу тебя. Вырезаем Тимура, все. Вырежу полностью. Претензия готова. И всю его семью. Нет. Претензия очень простая. В бывших отношениях моей девушке не нравилось, что я хожу на мероприятия вот такого вида, к примеру, один. А я считаю, что не нужно совмещать профессиональную жизнь с личной. Ты публичная личность, поэтому ты ходишь на мероприятие один, потому что ты Ну, не как хочешь... правило, да. Ну, ты там общаешься по работе, и тебе не можешь уделять времени женщине, правильно? Из-за этого. Ну правильно, вдруг она любовницу увидит. Это зачем ее брать с собой? Вообще это проблему создает Проблемы обычно. создает. Да, Женщины бывает. обычно платят, это дороже получается. Мероприятие стриптиз просто посещал. Просто вечерние мероприятия. Там иврит вообще никто не знает. Я захожу, они крутятся, блин. Крутятся как могут. Жизнь такая. Совершенно. Ни разу израильский президент не пригодился. В основном Франклин, Рузвельт. Да. Так, подожди, а кого мы должны защитить в этой ситуации? Тебя? Меня, конечно. Да, Ну, конечно. красавчик, ты все правильно делал. Все, закрыли тему. Не, мы тему не будем закрывать, мы еще пообщаемся. Тут такой дядька здоровый сидит, говорит, вы защитите его. Он что, сам не защитится? Типа, что такое? Ну, чувак пошел на работу, пусть идет работать. Я когда инженером работал, мне девушка что-то не говорила. Слушай, я бы хотела посмотреть, как работает токарный станок. Ты там с ним флиртуешь, с Да, этим ты станком? по-любому туда себя суешь. А что ты реально не берешь девушку на мероприятие? Ну, давай покопаем. Это она там, да? Бывшая. Выводите ее. Она теперь сталкерит, ходит на все мероприятия. Он говорит, ты не можешь мне запретить, я теперь на всех мероприятиях Я буду свободная с тобой». женщина. Ты не хочешь совмещать работу и личное, правильно? Ну да, потому что на мероприятиях ты общаешься с людьми, ты ходишь и А она не человек отвлекаешься. просто. А она, блядь, она как ляпнет, то что-то а потом не вывозишь, да? Она то воет, то чешется, то скумит. Не, а я знаю. Вот. Просто это замкнутый круг, это змея, которая кусает сама себя за жопу, понимаете? Это когда... Тимур, давай пойдем, возьми меня, пожалуйста. Берешь ее, давай пойдем домой. Чего мы сюда пришли? Зачем мы сюда пришли? Чего мы пойдем домой? Давай лучше пиццу заказали. А когда мы вернемся? Да, мы уже приехали. А у тебя был опыт, когда ты брал девушку на мероприятие? Был. И это было отрицательно, ну, негативно как-то. Как пересрала весь вечер, блядь. Что говорить? Я ушел с другой, Нажралась она там. с другой. Драка была опять вот это. Драка была, она не помогает. Просто для меня это либо я уделяю внимание ей, либо уделяю внимание людям, с которыми я общаюсь. Правильно. Там он приходит в мероприятие, там конкретно говорит, Тимур, приходишь только ты. Потому что Приходит только это он, баня, всё, потому да. что Тимур. Давай, вот это, без жены, брат. Это да. Со своей Торой в синагогу не ходят. Нет, с Торой в мечеть не ходят. Вот так вот. Не, ну смотри, Тимур, ты же сейчас на мероприятии. Ну и где она теперь? Где Она так и ты? не ходит. Просто она не хотела на мероприятие. Если бы она хотела, она бы могла прийти сейчас. Ты же уже не можешь ей запретить, правильно? Да она просто на халяву хотела выучить иврит и все. Вот и все. Ну, она, конечно, просто овладела языком, ну не так, чтобы ивритом, может быть. Скорее всего, он овладел ее языком и сказал все. Да закрывал ее дома, как синяя борода просто. Она нашла комнату, где там еще 3 таких. И она думает, Которые нет. ходили с ним на Ходили на мероприятие. мероприятие. И которые уже знают иврит. Которые, да. А во сколько ты возвращался с этих мероприятий? Там было повод ревности, что типа поздно там? Или вы не вместе жили вообще? Не, не вместе. Вообще не пошла вместе нахрен она, я еще и претензии какие-то, бля, вообще. Что-то вообще. Тогда 0 претензий. Давайте для Тимура откроем одну тайну. Женщина можно врать. Прикинь, да, даже на иврите. Да! Говоришь, я дома.
а сам не думал. И все, никаких проблем. Это ж целый аттракцион. Смотри! Соврать женщине, чтобы она не узнала, ничего не может. Это как обмануть Алло, мента, Женя! понимаешь? Это даже обманывать не надо. Ты говоришь просто, ты где? Я на мероприятии. Каком мероприятии? Где это мероприятие? Постели. Да, реально, если она не очень хорошо знала иврит, я мог ей просто каждый раз говорить, да это ивритоговорящее мероприятие, забей. Не, надо было еще проще просто делать. Когда она спрашивала, что за мероприятие, отвечать ей на иврите. Она такая, наверное, неинтересно. Надо было еще проще делать, не ходить на мероприятие. Не Сидеть отвечать дома. ей. Тут видишь, проблемы какие-то. Нет, я что-то потрогал. Почему теперь все знают, что ты что-то потрогал, Миша? Всем интересно, что ты потрогал. Да. Так, ладно, все. Это уже отдельное мероприятие, на котором я потрогал. Что Миша что-то потрогал. Поздравьте Мишу! Не говорите жене, что я на мероприятии. Да мы уже все записали, как ты тут лайфхаки. Женщину можно врать, дома тебя ждет. Наконец-то! Наконец-то! Я знал, что запись в этой передаче чем-то мне положительным отзовется. Я ничего не трогал сейчас. Я сейчас ничего не трогал. Кто это дунул без меня? Кто-то дунул без меня, Жена друзья. намекнула, типа, молчи. Это да, за тобой боженька Да. следит, понял? Женя, видит Бог. Я на мероприятии. Ладно, давайте голосовать. Ребята, если вам кажется, что комиков не получилось оправдать Тимура, поаплодируйте. Хорошо. Если вам стеклянные кажется, бутылки, что у да. комиков, да, получилось оправдать Тимура, поаплодируйте. Отлично! Так, мы начнем под ваши аплодисменты и претензии из форума. Я человек, который не любит лишнее в доме, всякие ненужные вещи. У мужа привычка хранить всякое старье, никогда не прощается с вещами, которые он уже давно не использует, потому что это все память. Еще у него есть привычка скупать все дешевое, неважно, надо нам это или нет, весь хлам. Если это дешево, он купит. Меня это капец как бесит. Я ненавижу хлам. Как бороться с тем, чтобы он перестал скупать всякую дешевую, ненужную ерунду? Такая претензия. Если с этим бороться, то она самая первая, мне кажется, пойдет из дома. Как ненужный хлам. Да, что-то максимально ненужное, блядь, дешевое. А мне интересно, он же любит там все дешевое скупать. Он в свое время успел биткоины скупить, пока дешевые были. Просто пусть удалит его аккаунт с Алиэкспресс. Все. Но он не выкидывает вещи, которые дома. так хотя бы там новые не будут хлам. появляться. Значит, я знаю, что это такое. Есть люди, которые болеют коробочки, знаете, вот Так, эти может, вот. он золотые вещи берет сразу, они в цене не теряются. Это которым приходишь, знаете, чтобы до кровати нужно добраться, там надо перепрыгивать через препятствия. А Там не как-то. надо к нему в кровать лезть, он, может, такого не любит. Он сам себе. Сам себе в кровати тихонько. справится. Я ни разу не слышал, чтобы мужчине нравилось, когда женщина к нему в кровать лезет, если честно. Что это Мы за же не видели, дикость? что там за женщина, мало ли. Если там все, человек любит хлам, Судя всё по всему, дешевое. винтажная. Судя по всему, винтажная Не, женщина. подожди, может он вообще антикваром торгует, она просто, Не разбирается. не разбирается ни хера. думаю, Пергамент «Э, какой-то дурацкий. Нормально там все там, ну, Блин, пиписька что какая-то, это 100 за тысяч хлам? долларов Какой-то документ 1329 года. Ну, явно же Акции мусор. какие-то, да? стоит. Декларация какой-то там Америки. Это что за Просроченный фигня? уже Прикиньте, контракт. она в один день приходит и говорит, я тебе новую Библию купила. старую». А там еще написано, он не прощается с вещами. Да, потому А что это прикиньте, он память. с каждой вещью прощался. Носки. Прощается раб Божий Виталий. С вещью из Зары. До свидания. Может, она тоже домой всякую фигню приносит, и его тоже это бесит. Да я говорю, он так просто... Детей, например. Он просто нашел диван на мусорнике. Представляете, открывает она шкафчик, а там какая-нибудь, ну там, целый шкаф флешек. Говорит, давайте выбросим. Говорит, нет, мне недороги, как память. Это важно, потому что это память.
Не, ну это ужасно, если у него так все вещи собраны, там какая-то пустая пачка сигарет, и он это не выбрасывает, потому что это память, потому что он В смысле, это покурил её. это память от Сои. Если есть в кармане пачка, пусть и пустая, но сигарет. Ну да, Надо вот же видишь. помнить, что не все не так уж плохо на сегодняшний день. Если пустая пачка, это в память о ценах на сигареты, которые были вот... Но придет момент, что может пригодиться каждая эта ерунда в доме. Стропон по дешевке нашел, нихуя себе. Но это, возможно, нужная вещь, окей. Ну, но вот, видишь, уже начинается. смотря кто им до этого пользовался, но... А с каких пор, ну, то есть просто прокипятить, это уже, ну, мы уже отвергаем Ты щас этот вариант. Да я никто ничего не говорит. Есть алкогель, в конце концов. Тоже вариант. Такое мы пьем. А можно водички попить? А да, он в кастрюле с хуями, пойди. Хлам — это сокращенно хламидиоз. Я бы тоже, наверное, расстроился, если Мне не нравится то, что человек хламидиоз. собирал бы хламидиоз дома. Разных видов, главное. Кстати, вот да? интересное, да, наблюдение. Это мне от мамы досталось. Кстати, интересно, если половые инфекции передаются только половым путем, получается, какой-то первый человек просто засунул хуй в хламидии просто куда-то. Откуда они взялись просто, ну? Вань, давай потом. Давай Вот дома это вот поговорим. из вас, я думаю. Точно были. А то у тебя будут хламидии, Мы не твои по-моему, проблемы скоро. рассматриваем, а другого какого-то конкретного человека. В детстве много чего тащил домой. Ровные палки. Представляешь, идешь, ровная палка лежит. Класс, хочу домой себе такую. Ну, Ну ты же уже не в детстве, и он тоже уже не в детстве. А Там уже почему? не в палке, там уже можно и И без палки говна, и палок неровные поиграть. уже, ну, Миша. Лень, послушайте, давайте, если мы хотим защитить этого мужчину, правильно, вот смотрите, в детстве, ну, вот, условно, ровные палки, какие-то пачки из-под пустых сигарет не разрешала таскать домой мама. Сейчас не разрешает жена. Все проблемы из-за женщин. Вот было бы, не было ни матери, ни жены, Не было бы Утонул его. бы в этом мусоре уже. Тогда бы тебе никого бы разрешения спрашивать не надо было. Все бы сам делал, наверное, правильно? да. Тогда бы он мог дорогие вещи покупать. Вот это новости, Мишенька. Ну, классно Открытие же. года. Принёшь Можно домой. без женщин жить, а? Ничего. Нельзя. Ну вот и все. Смотря где жить. Можно, но разве ж это жизнь? В хламе. В хлам. В хлам. Каждый день. Можно в каждый хлам просто. Эта стадия скоро пройдет, и он начнет все из дома выносить. В натуре его надо посадить Да. просто на Ей надо героин. держаться в Но это его время. надо, можно подсадить на героин, и он тогда будет все выносить из дома. Да нет, там дешевые вещи, Мишель. Они Так будут быстрее дома. вынесет на одну дозу Не, полхаты он сам сразу. просто уйдет такой. Пусть она с этим ужас. хламом разберется. Дорогая, у нас есть еще немножечко мусора, пожалуйста. Можно еще пол-ведра мусора мне для музы. Как отыграл. Гениально, Вот это, реально. Это же малый театр, а такой большой актер. О, это слишком малы для моего таланта. Да. Я когда вот эти приехал только в Израиль, мне реально было дико. Думаю, я смотрю на старые дома, думаю, вам что, тяжело было балконов построить? Думаю, ну кошмар, это же очень нужная вещь. Нет балконов в Израиле в старых домах. Это кошмар. Да. Тебя только отсутствие балконов смущает, а отсутствие батареи тебя не смущает, потому что здесь зимой можно сдохнуть от холода, тебя не смущает. Дыры вот такие между окнами тебя не смущают дома? Да. Хер с ним. Тараканы летящие вот такие тебя не смущают, Миша, здесь в Израиле? Мне наоборот прикольно. Думаю, о, люди в черном, думаю. Отлично. Прикольно. А это твой дядюшка! И там кофеек сейчас будем пить. Мне, кстати, один в меня врезался летящий таракан однажды. Куда? Вот сюда. Так они с Ваней тех пор ты познакомились. Нет. Ну, он неприятный. Я его случай, поймал и конечно. забрал домой, да? С тех пор с ним и живу. Меня вообще жена, сюда привезла только из-за тараканов, мне кажется. Чтобы самой с ними наедине побыть. Хотела тебя им скормить, что ли? Подожди, почему он тащит все домой? А куда ему еще тащить? К любовнице? Она не... О! Точно! Пусть он заведет себе любовницу и тащит туда хотя бы половину. Она ему говорит просто, там, Виталик, мусор на тебе. И он думает, я понял, все, принесу. Все, базару нет. Есть прям самый край, который в действительности мусор вот прям сортируют. И это вот прям венец ублюдства. Это когда начинается сортировка вот этого вот органического мусора, знаете? Когда у тебя просто вонь в квартире, когда у тебя... Не Мы было не такого. знаем, мы не Что, никто сортируем на мусор. даче не жил? Органический мусор никто не собирал? Навоз по-русски называется. Ну, знаю. Ну, в смысле, он же... Ну, дача обычно большая, он там где-то в углу воняет, и все, ну, да.
Ну, короче. Они затупили, не В поставили. современном мире у тебя есть в раковине еще отдельная... Для говна. Ну, для говна, да, для органического, для всяких вот этих... У меня нет дома коровы, зачем мне это? Ты думаешь? Ладно. Не, я думаю, вообще... Я думаю так, она просто однажды пришла, эта женщина, к условному Виталику, мы же так его сейчас называем, да? Говорит, Виталик, жизнь с тобой — это нечто невыносимое. И он говорит, абсолютно верно. Абсолютно верно. Ладно, давайте голосовать. Ребята, если вы считаете, что у комиков не получилось оправдать этого парня, поаплодируйте. А если вам кажется, что у комиков да, получилось оправдать этого парня, поаплодируйте. О, спасибо. Нормально. Тебе надо Нормально. молоточек еще оправдан. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, прав и свои претензии.